Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня часы от немецкого бренда Zeppelin. Давайте открывать коробочку и смотреть. Здесь у нас по-винтажному сделан такой гарантийный талон. Брал я их на Джуме в магазине Creation Watches. Кстати, там есть мой личный купон DNGitat на скидку 10%. Ну и напомню, что, в общем, на Джуме можно платить рублевыми картами, поэтому это вот максимально удобно и просто. Значит, у нас здесь инструкция и, конечно же, сами часы. У Zeppelin очень много классики и очень много классики в таком, знаете, стиле винтажных пилотов. Вообще, Zeppelin марка принадлежит немецкой компании Pointec, ему уже где-то около 30 лет, ну там поменьше, ну примерно там 25 или 26. И собираются они в Германии, а комплектующие со всех стран мира, да, туда, в общем-то, привозятся. Такой доступный, качественный, надежный бренд, очень активно продается в Германии. Если бывали в Германии, то я думаю, что в каждом торговом центре, в каждом городе есть какие-либо магазинчики, корнеры, где продают обязательно Zeppelin. Я про них узнал уже давным-давно, и все вот как-то всегда. Юнкерс, да, у них тогда еще был бренд Zeppelin, это вот их такие столпы. Ну, бренда Юнкерс сейчас нет по той причине, что там производитель Юнкерс решил отобрать право на этот бренд. Ну, они сделали Iron Annie там и многие-многие другие. Короче, сегодня у нас на обзоре Graf Zeppelin LZ127 модель на механике, да, с автоподзаводом. Здесь внутри стоит японская Miyota 821A в такой вот интересной версии с золотистыми полностью всеми деталями механизма. Прозрачную заднюю крышку сделали. Ну, в принципе, окей, есть на что посмотреть вот на такую необычную реализацию Миоты. Сделано в Германии, здесь и на задней крышке указано у нас, да, и на циферблате. Минеральное стекло, коричневый циферблат в данном случае, да, ну, он под разным углом выглядит немножко по-разному, но, в общем, коричневый. 50 метров водозащиты, стальной корпус, есть люминофор. И цена на Джуме в Creation Watches без всяких купонов, там скидосов, примерно 19 тысяч рублей, по крайней мере, на момент записи ролика. Ну и, как видим, такая достаточно универсальная модель. И раз уж мы сказали о том, что она универсальная, давайте посмотрим размерчики, да. Значит, по диаметру сколько у нас получается? 41 миллиметр, да, 41 миллиметр, хороший размер. Здесь стекло слегка такое выпуклое, 13,1, то есть без стекла, ну где-то, я думаю, будет около 12, по ремешку 20, так что можно будет легко сторонние подбирать, если захочется, и 47 с небольшим у нас от ушка до ушка. Мое запястье 18,5, ну и, собственно, вот такая у нас посадочка. Да, модель достаточно такого классического, мужского, я бы сказал, среднего размера, 41, так что сядут, ну, практически на любое запястье. Здесь ушки достаточно длинные, но, видите, они загибаются вниз, ремешок близко к корпусу, поэтому, в принципе, и на небольшое запястье должны сесть. Ну, а на крупное и среднее так и подавно. В общем, приятная такая моделька. На запястье смотрится, мне кажется, немножко крупнее, чем свои 41 мм. Этот момент обязательно учитывайте. Чему, как мне кажется, способствует корпус, который здесь как бы такой двухобъемник, то есть рант он чуть уже, чем центральная часть корпуса, то есть как будто бы шире. И то же самое ушки, здесь ушки достаточно широкие. Ну вот такой корпус, я бы сказал, пухленький, поэтому это и визуально немножко увеличивает их размер. Что касается того, как он отполирован. Здесь везде зеркальная полировка, но корпус немножко такой сложный, да. Он немножко такой многообъемный, заводная головка тоже крупная, поэтому он и кажется чуть больше. Циферблат. Метки объемные, метки накладные, но, кстати, не кажется, как будто бы это такие печатные метки, но нет, метки объемные, просто здесь сделали узкие рамки и щедро такое все залито люминофором. С одной стороны, винтажно смотрится, да, с арабскими цифрами, такой как бы винтажные часы, а с другой стороны, мы видим, что циферблат не самый простой. И выглядит это дороже, чем оно кажется со стороны. Дата есть у отметки 3 часа, фанаты даты будут рады. Мне показалось бы, что здесь лучше было бы циферка 3 без какой-то даты. Но это, опять же, такое дело вкуса. Ну и логотип у отметки 12 часов Zeppelin. Что касается ремешка. Мне, честно говоря, ремешки вот на всех Zeppelin, которые были на канале, удивили. Они мне очень понравились. Они сделаны реально здорово. И классно, что к недорогим часам, в общем, производитель дает хорошие качественные ремни.
Это, знаете ли, для немцев и для швейцарцев, тем более для японцев, редкость. Поэтому это плюс. И здесь ремешок хорош, он такой как будто бы немножко состаренный, такого, я бы сказал, коньячного, да, коричневого цвета. Хорошо сочетается с циферблатом, но чуть светлее циферблата. И поэтому делает часы чуть более, как бы сказал, такими в casual сторону, чуть более праздничными. И ремешок реально хорош, с приятной прострочкой, такой плотненький. Здесь немножко утолщение у ушек. Здорово. Мийота здесь, как всегда, максимально быстро подзаряжает и ротор в обе стороны. Жаль, конечно, нет системы быстрой замены ремешка, но я думаю, что попервой, да, вам и другие не потребуются, потому что этот ремешок прям реально мне нравится. Что касается веса, то на ремне, да, 68 с небольшим грамм, так что часы не тяжелые. И на каждый день будет весьма и весьма удобно. Так, давайте смотреть макро. Вот те самые метки, которые накладные, которые со стороны кажутся плоскими. Вот они, пожалуйста. Аккуратный циферблат, в принципе, как и всегда у Цеппелинов. И полностью зеркальная полировочка у нас по корпусу. Ну и под задней крышкой можно рассмотреть золотистую Мийоту. Я, честно говоря, по-моему, в первый раз такую вижу. Но, возможно, встречается и на других моделях тоже. Ну, что хочу сказать по итогам. Модель в плане дизайна мне понравилась. Здесь все весьма продумано, симпатично. Опять же, такой классики Цеппелин, в классике немецкой. Здесь все окей. С точки зрения цена-качества тоже все приятно. Да, некоторые могут сказать, вот я хочу там минералку, водозащиту побольше. Но опять же, напоминаю, что цена на том же Джуме там 19 тысяч рублей. Это плюс-минус там 100, сколько, 80-190 долларов. За эти деньги на механике, сделано в Германии, ну это просто, как мне кажется, подарок. Поэтому, если с этим готовы смириться, а в других каких-то вопросов к этой модели, конечно же, нет, то welcome, мне кажется, весьма и весьма удачный вариант, как и большинство, собственно, моделей от Цеппелин. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.